Всем привет! Сегодня готовим вот такие мягкие булочки путем длительной ферментации. Эти булочки получаются воздушные, с мелким пористым мякишем, белоснежные внутри. Для приготовления теста на эти булочки нам понадобится одно яйцо. Яйцо должно быть комнатной температуры. Также сюда всыпаем 40 грамм сахара и хорошенечко перемешиваем. Сюда же вливаем теплое молоко комнатной температуры, общий объем молока 230 мл. Пол чайной ложечки соли и немножко я добавлю ванилина. Ванилин опционально. Все хорошенечко снова перемешиваем. Также нам понадобятся дрожжи, у меня это 1 пакетик или 5 грамм. Все перемешиваем до полного растворения дрожжей. Всыпаем также муку, это обычная белая мука 360 грамм. Я буду всыпать ее частями. Это тесто достаточно простое, замешивается легко, не требует миксера или каких-то других специальных устройств. Как вы видите, замешиваю я тесто самой обычной вилкой. Тесто достаточно влажное, но хорошо вымешивается вилочкой. На данном этапе самая основная наша задача – это собрать тесто в комок. Тесто очень липкое, оно прилипает к рукам, поэтому на стол я его не выкладываю. Будем продолжать замешивать его в чашке. Последний ингредиент – это растопленное сливочное масло. Здесь у меня 40 грамм. Нужно обязательно удостовериться, что масло немного остыло, чтобы оно не было слишком горячим, чтобы не убить наши дрожжи. Теперь нам нужно соединить масло с тестом. Сделать это можно, в принципе, вот так лопаткой, растирая как бы тесто и втирая туда наше масло. Но проще всего отложить лопатку и туда забраться руками. И вот такими движениями продолжаем вымешивать тесто. Этот процесс занимает 4-5 минут, не больше. Тесто буквально на глазах объединяется, становится более мягкое, податливое, гладкое и легко отходит от стенок чашки. Как только масло с тестом объединились, собираем тесто в комочек, формируем такой шар и оставляем его отдыхать. Тесто должно отдохнуть 20 минут, обязательно накройте крышкой или пищевой пленкой, чтобы тесто не заветрилось. Через 20 минут тесто стало более мягкое и еще более податливое. Я смажу руку немножко растительным маслом, и сейчас начинается самый интересный процесс. Тесто нам нужно будет вытягивать вот таким образом и складывать. Вытягиваем тесто со всех сторон, очень аккуратно растягивая кончик теста и складывая его внутрь. Чашку поворачиваем вокруг своей оси. Складываем до тех пор, пока чашка не повернется опять-таки вокруг своей оси как минимум 2 раза. Процесс первого складывания занимает где-то 1-2 минуты у меня. Я поворачиваю чашку снова и снова и прохожусь по всем краям до тех пор, пока тесто все еще тянется. Во время вытягивания главное не делать резких движений и не порвать тесто. Буквально очень аккуратно, тихонечко вытягиваем края до тех пор, пока они сами позволяют нам их тянуть. Снова формируем из теста шар, закрываем пленкой и оставляем снова отдыхать на 20 минут. Через 20 минут процесс вытягивания нужно повторить таким же образом. Снова берем края, вытягиваем до тех пор, пока они тянутся. Поворачивая чашку, проходимся снова по всем краям, по всей окружности. И складываем наши краюшки все к центру. Основная цель складывания и вытягивания – это развить клейковину и укрепить каркас теста. За счет этого структура теста формируется более деликатная и тонкая, а также повышается способность теста удерживать газы внутри. А в конечном результате это придаст объем и пышность нашей выпечки. После завершения второго складывания оформляем тесто, опять формируем шар и будем проводить основную ферментацию. Основная ферментация займет около часа. Закрывая снова тесто пищевой пленкой и отправляя его отдыхать, как я уже сказала, на час в очень теплое место. У меня это будет духовой шкаф с включенной лампочкой. Час прошел, и тесто у меня поднялось ровно в 2 раза. Оно очень мелкопористое и воздушное. Выкладываем на присыпанный мукой стол. Сверху тоже немного присыплю мукой, поскольку она может немножко прилипать. И выпускаем все образовавшиеся внутри газы. Слишком большое количество газов внутри теста замедляет действие дрожжей, поэтому их лучше удалить. Формируем вот такую колбаску, и тесто нужно будет разделить на 10 равных частей. Если вы хотите, чтобы ваши булочки были очень аккуратные, одинаковые, все одинакового размера, то тесто нужно будет взвешивать. Каждый кусочек в таком случае будет примерно 71 грамм.
Чтобы булочки были ровные, для начала нам нужно сформировать шарик. Для этого каждую полоску я беру, я покажу, как я это делаю на руке, и вот таким образом сворачиваю, как бы округляя все, что у нас есть, и подщипывая кончики к центру. Затем тесто нужно будет перевернуть и такими круговыми движениями округлить и сформировать шар. Если вы делаете это в первый раз, то на руке, может быть, будет не очень удобно это делать. Можно, конечно, просто сделать на столе. Делаем то же самое. Подворачиваем всю полоску, округляем ее, края подгибаем внутрь. Все кончики защипываем, собираем их ближе к центру, потом переворачиваем шарик. Вот таким образом и потихонечку округляем с помощью руки. Чем лучше мы округлим тесто, тем ровнее будет в будущем раскатанный круг. Чем ровнее мы раскатаем круг, тем аккуратнее будет булочка. Формируем 10 шариков, сейчас их нужно накрыть пленкой и оставить отдыхать на 20 минут. На этом этапе мы даем тесту отдохнуть для того, чтобы немного расслабить клейковину. С расслабленной клейковиной будет проще раскатывать вот такие аккуратные кружки. Из каждого шарика формируем кружок примерно 10 см в диаметре и наносим разрезы вот таким образом. Можно для этого воспользоваться ножом для пиццы или обычным ножом. Затем края круга немного сплющиваем и вытягиваем, переворачиваем тесто на другую сторону и скрепляем края будущей булочки. Старайтесь булочку сильно не помять, только буквально по краю пройтись немножко пальчиками. Аккуратно переворачиваем булочку на другую сторону, вот такая она должна получиться. И выкладываем на противень. У меня противень застеленный пергаментной бумагой, я ее не смазываю, она у меня не прилипает. И отправляем булочки на расстойку на 50 минут. Через 50 минут я достала булочки, посмотрите, как они хорошо поднялись. Я их смазываю яйцом, просто у меня яйцо взболтанное в чашечке. И сверху украшаем по желанию. У меня сегодня будет кунжут, и часть булочек я покрою сахаром. Тесто на эти булочки не очень сладкое, оно буквально с намеком на сладость, поэтому сладость легко регулировать вот таким образом, посыпав булочки по желанию столько, сколько вы хотите, сахаром сверху. И отправляем их выпекаться в заранее разогретую духовку до 190 градусов по Цельсию на 15-20 минут. Я рекомендую поглядывать за вашими булочками в духовке, они должны быть буквально слегка золотистыми сверху, чтобы они не перегорели снизу. Вот такое донышко у меня получилось, но в принципе можно было даже подержать немножко меньше. Внутри они получаются вот такие белоснежные, у них мелкопористый мякиш, получились, кстати, очень мягкие. Дайте мне знать вашими лайками, если вам понравился этот рецепт, и до встречи в новых видео!